С пожеланием здоровья. Всех приветствую. Сегодня у нас будут очень интересные упражнения. Цигун удивителен, потому что эти упражнения можно выполнить тем, кто лишен возможности заниматься активным спортом, болен, какие-то недомогания, не хочется говорить слово болен, может быть травмы. И эти упражнения можно выполнить лежа, сидя или даже мысленно. И удивительно то, что это мои любимые упражнения, хотя я и могу заниматься активным спортом, но я их тоже очень люблю. Это мои каждодневные упражнения, они просты. Но внутреннее содержание их бесконечно. Вы обязательно поправитесь, если есть какие-то недомогания. Обязательно будете хорошо себя чувствовать, выполняя эти упражнения. Я их выполняю даже на ходу, совмещая с делами, но большей частью мысленно. Сейчас я о них вам расскажу. Самое лучшее время для занятий – раннее утро, когда просыпается энергия. Энергия еще не наполнена какими-то негативами дня. И если вы позанимаетесь утром, то вы уже наполните тело свежей энергией. Но при недомоганиях эти упражнения можно выполнить 2-3 и более раз. Единственное важно не перетруждаться, не выполнять через силу. Если устали, отдохните, а потом продолжите занятия. И уделите внимание очищению и восстановлению, очистительно-восстановительному цигун-массажу, потому что он устраняет недомогания, помогает быстрее поправиться, особенно при вирусных заболеваниях, и помогает восстановить силы, настроение. Итак, раннее утро. Мы просыпаемся, обязательно утром делаете движение. Утром вы расслаблены и спокойны, не надо принимать эти состояния. Не торопитесь встать, да и не хочется. Тело хочет побыть расслабленным и спокойным. Поэтому представим, что мы лежим на теплой земле, на зеленой травке или все, что подскажет вам ваше воображение. На горизонте утреннее солнышко. И мы включим внешние сосуды, кисти и стопы, потому что каждый пальчик связан невидимым сосудом в жизни с внутренним органом. И через пальчики входит свежая энергия в основном и выходит мутная и болезнетворная. Поэтому в пальчиках могут быть и холодные ощущения, тяжести, тепла, и легкость, тепло. Свежая энергия входит, тяжесть и холод уходит болезнетворная. Поэтому не пугаемся этим ощущением. Лежа, мы спокойно и расслаблены, мы сжимаем пальчики, мы между небом и землей, пальчики ног поджимаем, пальчики рук сжимаем. И при этом как бы захватываем утреннюю энергию. Все делаем медленно, плавно и спокойно. Захватываем энергию и разжимаем. Откройте эти важные отверстия, эти внешние сосуды, кисти и стопы, чтобы эти отверстия были побольше входила свежей энергии. Вот. А теперь мы приступим, если пальчики уже теплые, к прогреванию плотных органов и важных частей тела. Плотные органы хранят и накапливают энергию, от них зависит наша жизнь. Прогревание – это условно, это наполнение энергии. Никакого прогревания нет, если вам недопустимо какие-то прогревания. Посылать энергию можно и нужно, потому что свежая энергия, помещенная в больной орган, выталкивает мутную болезнетворную, а потом мы поможем выходу в пальчики этой энергии. Итак, плотные органы. С чего мы начнем? Начнем с важной части тела. Мы включили кисти и стопы, теперь мы включим центр силы внизу живота, чтобы у вас было побольше сил дальше помогать себе. Не просто пустыми ручками. Ручки наполняем, нужны энергии обязательно. И чтобы силы были. Поэтому, если вам не достать низ животика, вы лежите, то мысленно направьте лучик энергии воды вниз живота.
Подержите внимание в центре низа живота, это центр силы. А если можете достать, то зачерпните ладонями энергию воды и поместите на центр силы ручки. Если вы ощутите здесь тепло, то это замечательно. Сохранение здесь тепла – залог долголетия. Не торопитесь наполнять тело энергией, пусть она укладывается, распределяется. Затем лучик утреннего солнца, это мы укрепим, направим в центр груди, мы укрепим сердце и центр силы душевных сил. На сердце ничего не направляем, поэтому лучик теплого солнца укрепит наш огонь и сердце, и душевные силы. Лучик утреннего солнца. Утром видны звезды, космическое серебро, двумя лучиками мы направим в легкие, верхнюю часть легких, а мы можем наполнить ладошечки и поместить на легкие. Космическое серебро, укрепляйте легкие, особенно в эпоху вирусов. Но также мы можем поместить и утреннее солнышко, если вам удобно, вы достаете. Я параллельно объясняю, как мысленно можно направить энергию в тело. Мысль очень важна. И самое сильное не слово, не поступок, а мысль. И мысленные упражнения очень эффективны. И вы в этом можете убедиться, если будете выполнять. Затем мы зачерпнем энергию деревьев, может быть, которые видны в окно, как вам удобнее. Я люблю ивы. Давайте вместе зачерпнем энергию ив, направим на печень. Это единственная живая стихия, ее полезно укреплять всегда. Затем энергию земли направим на поджелудочную. А почки – это вода. Мы зачерпнем воду и направим на почки, если вам удобно. Если сложно это выполнить, тогда мысленно лучики воды идут в почки. Так мысленно и проговорите. Вот по передней поверхности энергия воды проникает в почки. Вот мы наполнили тело энергиями. Восстановили силы. А теперь представим белый космический туман. Можно, конечно, представить и водопадик, или что вы лежите в реке, и вода реки вас промывает от головы до стоп, выталкивая в пальчики рук и ног все ваши проблемы, все, что болит и беспокоит. Но я предлагаю белым туманом, мы вот в таком потоке белого тумана лежим и промываем тело. Смотрите как, сидя или лежа, медленно ведем, чтобы он успел промыть. Представляем, что он глубоко проникает до самого костного мозга. И путь до пальчиков проходим мысленно. И на кончиках пальчиков секундочку задержим. Внимание, чтобы до пальчиков энергия дошла. Затем промываем боковую поверхность, также медленно. Мы в потоке белого тумана, чтобы его легче было представлять, не черпать ладошечками. Затем промываем ручки, можно говорить, до костного мозга, в пальчики рук и ног. Уходит все, что болит и беспокоит. Мое тело выздоравливает, голова моя спокойна, силы мои восстанавливаются. Вот такие положительные пожелания, такие как мантры, говорим себе. Затем промываем ноги, конечно, лежа это мысленно, внутренние, боковые мысленно до пальчиков, и передние, и задние, и до пальчиков. Вторую ножку, передние, задние, все равно в каком порядке вы сделаете, боковые, внутренние. А затем мы можем сделать мысленно движение, если вы не устали. Обязательно их поделайте, вы очень быстро окрепнете, и травмы быстрее пройдут, и болезни. Представим, что мы стоим. Параллельно полу наклоняемся. Здесь уже можете представлять, что ваше тело гибким воображением. И тянемся к солнышку, тянемся. Затем мы представим, что наклоняем в сторону, в бок наклоняем и тянемся, внимание на боковой поверхности, а потом в другую сторону наклоняемся. И очень важно позгибаться и повыпрямляться. Также параллельно полусогнулись,
Распрямились и прогнулись назад. Наклонились. Покачаемся подобно дереву, прогнулись назад. И еще разик. Это очень полезное упражнение. Это вообще древнее упражнение молодости и долголетия. Прогнулись. Наклонились вперед и прогнулись назад. Секундочку мысленно удерживаем себя в позах наклона вперед и назад. Вы успокоились, вы расслабились, вы наполнили тело энергиями, в головках хорошее настроение, в пальчики рук и ног ушли все ваши проблемы. Желательно попромывать себя от 3 до 5 раз. Напомню, если устали, отдохните, нельзя переусердствовать. И вот это мои любимые упражнения. Я делаю каждое утро, хотя я совершенно здорова. И еще раз, пожелание. Древнее пожелание прекрасное. Живем долго, без болезней и старости. И еще добавлю, и в достатке. До следующей встречи.